ЛГБТ. Мне это не нравится. Нашу страну разрушили. Война поглощает их долги. Свободная страна. Несчастные. Я вообще подозреваю, что политика американская и жители американские – это совершенно не обязательно одно и то же. Но США это как Советский Союз, только капиталистический. Что вам приходит в голову, когда вы думаете о жителях США? Но что большинство жителей США пропагандируют ЛГБТ. Мне это не нравится. Слишком его много. Люди как люди. Почему у вас такие ассоциации? И чем они отличаются? Ух ты, провокационно. Почему у вас такие ассоциации? Ну, потому что в любом случае, так или иначе, любые обсуждения на эту тему сейчас являются... Если обсуждение происходит не нами, то есть все, кто пытается обсуждать и тому подобное, я думаю, что больше идет провокация и с нашей стороны, и с их стороны. Я думаю, что стоит как-то более глубоко в этом разобраться. Так, в целом, у меня много друзей из Америки, то есть я сам несколько раз, я по work and travel ездил в Америку. Плохого ничего не могу сказать. То есть везде есть и хорошие, и плохие люди, и у нас, и у них, и во всех странах. О самих жителях я прекрасно думаю. О руководстве. Почему у вас такие возникают ассоциации? А вы сами посмотрите, что в мире творится. Нашу страну разрушили. Югославию, Ирак, Иран. Уже туда Ирану добираются. И до нас добираются по новой. Так что хорошего мало. Да нормальные люди. Почему у вас такие ассоциации? А я был там 100 раз. У меня была долгосрочная виза. С 99-го года я туда ездил. Вполне адекватные люди. Ничего не приходит. Ну, почему такая ассоциация? Никаких мыслей нет у меня. Не знаю. Нейтрально. Почему у вас такая ассоциация? Не знаю. Просто что приходит? Просто обычные люди. Это люди-бизнесмены. Вся США построена на бизнесе. Возьмите сотовый телефон. Он разработан русскими людьми, но поставлен на конвейер американцами. Возьмите Генри Форда. Он не окончил школу, но поставил автомобиль на конвейер. Они могут довести до ума телефон, машину. Это люди бизнеса. Ну, в первую очередь, это такие же граждане, как нашей страны. Вот. Истинные патриоты, наверное, США, потому что защищают постоянно свои интересы. Условно говоря, хорошо ли они разбираются там, в географии, во внешней политике, или их интересует только внутренняя жизнь их государства? Жители Соединенных Штатов, я считаю, мало разбираются в своей географии, в своей истории, как минимум, потому что государство образовано достаточно недавно, если сравнивать с российским государством, с Российской империей. Есть с кого взять пример. Штат Техас, например, штат Монтана. Я сериалов, наверное, много американских насмотрелся. Да, в общем, ничего. Географическое явление. Почему у вас такая ассоциация? Ну, где-то есть. Есть достаточно далеко. Наши друзья, великая нация, свободная страна. Все, наверное. Скорее минус, чем плюс. Сойдет ответ? Почему такие ассоциации у вас возникают? А скорее всего из-за высшего руководства в Соединенных Штатах. Потому что обычно народ не в ответе за высшее руководство любой страны. Несчастные. Почему у вас такие ассоциации? Ну, когда показывают, так сказать, их, то, что беспорядок в стране, то есть, наркомания, грязь, преступность, прочее. То есть все это, вообще говоря, намного выше, чем сейчас в нашей стране. Они хотят мира тоже, добра. И тоже, они тоже люди, мне кажется, да? Красивые. Почему у вас такие ассоциации? Они ходят очень счастливые, такие все нарядные, свободные. А считаете ли вы, что у нас есть что-то общее с американцами? И отличия, и общие есть. О чем идет речь? Я не знаю, как ответить. Ну да, глаза, нос, руки, но не мозги. Прям общего чего-то нет, все мы люди. Вот. Да, у них немножко другая политика, другое видение, которое пересекается с нашим, я согласен. То
То есть я в корне не согласен с какими-то там законами и так далее, и политическими решениями, которые они принимают. Но я опять же говорю, то есть есть люди с общими интересами, вот как у меня совпало, то есть со многими людьми оттуда я до сих пор общаюсь. У народа есть. Что именно? Ну, как вам сказать, ну, очень, ну, работящие, как и мы тоже работящие. Конечно. Что именно? Но США это как Советский Союз, только капиталистический. По большому счету у них проблемы такие же, как у нас. Ну, за исключением того, что у них есть определенные изменения каждые 5 лет. Наверное, есть что-то общее. Что именно? Что именно? Свобода. Жизнь. Общая жизнь. Один и тот же мир в целом. Почему у вас такая ассоциация? Потому что живем на одной и той же планете. Общая война. То есть разве они так же хорошо умеют воевать, как и мы? Они умеют печатным станком. Война поглощает их долги. Печатный станок, доллары они включают всегда. А списать спишет только война. Тяжелый вопрос. Да, у нас есть общие интересы наших граждан с американскими, но, наверное, в первую очередь у российских граждан на первом месте все же семья, быт, традиционные интересы, а у американцев это все же больше интересы к заработкам денег, бизнеса. Очень даже, да. Характеры, желание работать и хорошо жить. Но боюсь, что только в базе. Есть хотят, спать хотят жить счастливо. Я вообще подозреваю, что политика американская и жители американские – это совершенно не обязательно одно и то же. Конечно, там живет очень много русских. Мы им очень много помогали, они нам помогали. Мы всегда были союзниками. Конечно. Мы люди. Мы люди. И американцы, и мы, китайцы. Мы все люди. Хотим жить счастливо. Ну вот только общие вот, что тоже они все люди и тоже они все желают вот мира, добра, чтобы у них в стране тоже был покой, все и все стабильно, да? Правильно? Наверное, мы все живем в цивилизованном обществе. Что-то есть. Что именно? Ну, вот как сейчас любят в американских фильмах показывать, типа, что добро борется со злом, и обязательно, значит, в конце фильма 2 детей, обязательно 2. Не 1, а 2. И, ну, у нас приблизительно не такие же фильмы, но за как общие ценности. Ну, только у них только в таких фильмах. А в других фильмах совсем другое.